Друзья мои, мы находимся на стенде компании Zeekr. Если помните, в одном из видео с выставок мы жаловались на то, что компания Lynk & Co делает красивый дизайн автомобилей, но, к сожалению, не делает электромобилей. Так вот, Zeekr, пожалуйста. Компания Zeekr – это суббренд компании Geely. Ну и, само собой, подразумевающая Volvo. Название Zeekr включает в себя два слова. Z – это Zero Emission, нулевой выхлоп, и KR – это Krypton. Благородный химический элемент, без цвета и без запаха. Zeekr 001 – это прошлогодняя версия концепт-кара от компании Lynk & Co. Lynk & Co Zero. По дизайну он, в принципе, чем-то похож на Porsche Taycan, да? Это крупный лифтбэк. По длине он почти 5 метров, без 3 сантиметров. Колесная база 3 метра. Теперь немножечко об интересных фактах. Начнем с багажника, как ни странно. Багажник в разложенном состоянии, ребят, это 2100 литров. Можно сделать также ровный пол. Можно сделать поглубже, чуть-чуть, да? Все, снизу там ничего нету. Но 2100 литров. И также еще есть багажник спереди, небольшой. А смотри, как двери открываются, Оп, газовые упоры и небольшой багажничек, без крышки, кстати. Доводчика нету. Что касается доводчиков, во-первых, двери открываются нажатием, да, вот они. И есть датчики. Оп, ударил меня по жопе он. Нехороший. Закрытие происходит. Открытие. И закрывать можно как руками, так и можно с помощью нажатия на кнопку. Двери безрамочные. Интересный дизайн такой, да? Ну и вкратце немножечко расскажем про салон. Ребят, очень красивый дизайн. Лично мне зашел он. Вот такая вот, прям вот торпеда такая, знаете, как космического корабля. Минималистичная рукоятка переключения R&D. Есть джойстик. И что самое главное, ребята, есть английский язык. Наконец-то одни из немногих догадались поставить английский язык в свою машину. Если у вас есть понимание, сколько стоит перевести китайский язык на английский, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне кажется, это должно быть не дороже $1000. Тут текста-то немного, в принципе. Есть небольшая приборная панелька и монитор, 15-дюймовый монитор. Что касается этого дисплея огромного, 15,4 дюйма, он по качеству очень хороший. Очень хороший отклик. И прям качество картинки прям, как сказал наш друг Антон, как iPad. Так, давай-ка мы чуть включим, да, вентилятор. Смотри, нам какой-то сюда вводят какой-то фиолетовый газ. Мне кажется, они хотят нас тут с тобой усыпить. Запах сигарет, что ли? Дым какой-то нарисован. И запах моря, да? Давай поставим. Давай запах моря поставим. Пошел запах. Запах только не моря, а какого-то. Запах вонючек, который вешали на корову в 90-х годах. Получается, ты можешь дополнять, мне кажется, да, наверное, может быть, Да, какие-то еще. наверное. На Hi-Fi есть функция смешивания запахов и создания своего собственного аромата, а здесь вот только на выбор то, что решили. Компания Zeekr решила отойти от физических кнопок, оставили только кнопку паркинг, вот такой вот минималистичный переключатель R&D и регулировка громкости. Здесь у нас сенсорные кнопки, да. Что меня удивило, так это настройка регулировки руля по высоте и по вылету. На самой колонке нету ни кнопок, ни рычажков, ничего. Оказывается, она есть. Нужно зайти в меню, нужно зайти в Quick Control, нажать на руль, и после этого активируется вот эта сенсорная панелька. И с помощью нее мы меняем вылет, мы меняем высоту. В принципе, ход довольно-таки большой, да? Смотри, Антон. Это не то, что в джаке. Они там все ущемленные в этом плане. Вот.
То есть, в принципе, хорошо ходит так. И потом дальше нажимаем уже здесь сейв. Спорное решение. Неудобно. Ну, залезать в меню, там что-то делать. Ребят, компания Zeekr сразу позиционирует себя как премиум сегмент. То есть это не бюджет. Здесь по умолчанию идет в базе, даже самая дешевая комплектация, имеет кожу Напа, отделка, трехзонный климат-контроль, управление он задним кондиционером через сенсорное меню, здесь же управление аудио и прочее, да, то есть поэтому не бюджет. Раз уж мы говорим про цену, то минимальная комплектация 281 тысяча юаней, максимальная 360 тысяч юаней. Ну и теперь немножечко про динамику. Автомобиль есть полноприводный и есть заднеприводный. Опять же, вы спрашивали, какие электромобили с полным приводом. Вот, пожалуйста, Zeekr 001. Комплектация с задним электромотором имеет максимальный запас хода на батарейке. Батарейка конкретно установлена 100 киловатт-часов в заднеприводную версию и проезжает больше 700 километров. Конкретно, по-моему, там 713 километров. Но, ребят, это по циклу NEDC. Двигатель мощный, двигатель 200 киловатт. Крутящий момент выше 300. По нашему опыту, да, такой автомобиль, скорее всего, будет расходовать примерно 20, может быть, 17 киловатт-часов, да. То есть в нормальном режиме езды 700 километров вы не проедете. Скорее всего, это будет порядка 600. Полноприводная версия имеет два мотора по 200 киловатт. Это уже как спорткар. Разгон до сотни 3,8 секунды. Кстати, что касается моторов. Компания Zeekr, по заявлению менеджера, сама разрабатывает электромоторы. То есть это полностью их разработка. Сейчас мы вам покажем на стенде. Зарядочка. Fast Charge. Почему я вас сюда привел? Zeekr 001 поддерживает функцию зарядки, поддерживает подачу тока 360 киловатт. С такой скоростью, с такой мощностью за 5 минут он заряжается на 120 километров запаса хода. 5 минут, 120 километров, доехал до дома, поставил на свою домашнюю зарядочку и зарядил полностью автомобиль до конца. В основе машины лежит новая электромобильная платформа собственной разработки компании Geely. И впоследствии они планируют на этой же платформе выпускать автомобили компании Volvo, электромобили. Но, ребят, есть еще один момент, о котором мы хотим вам рассказать. Один интересный момент. Эта машина имеет пневмоподвеску. Пневмо. Да не просто пневмоподвеску. Изменение клиренса составляет 9 сантиметров. Минимум 11, максимум 20. Представляете? Я не знаю, правда, для чего нужно такое изменение для вот такого скоростного седанчика, но, тем не менее, оно есть. Зайдем в салон. Вот такая вот интересная дверь. Безрамочная, красивая, интересная. Закрывается как кнопкой, так можно и вручную закрыть. И что мне понравилось, есть автодоводчик. Смотри. Акустика. Ямаха. Смотри, какая подсветочка в дверях красивая, а? Слушай, автомобиль такой стильненький, да? В принципе, отделочка такая. Ну, видно. Премиум, сегмент. Ты сам за собой не сел. Сам за собой, точно. Вот я так по максимуму вообще откинусь. Все, до упора. Итак, друзья мои, до конца у нас отодвинуто. И место здесь вагон. Просто очень много места, хорошо. Слушай, смотри, спинки расположены не одинаково. То есть это утоплено, а это нет. А почему так? А потому что есть управление, да? Вот, смотри. Опа, опускается и поднимается. И с этой стороны то же самое. Я могу поднять и опустить. А где подстаканники? А, вот они.
Слушай, ну все есть. И даже полочка под телефон. Химическая лаборатория компании Zikr. Крутишь ручку, и что-то там вращается, что-то зажигается. Так, ребят, мы сюда пришли не просто так. Вот здесь на стенде представлен, кстати, электромотор. Их собственной разработки, вот он 200 киловатт, 16 500 оборотов в минуту. И здесь же они представили батарейку, которая установлена в их машине. То есть 100 киловатт, да, 100 киловатт-часов, хватает которой на 712 километров. Это версии, заднеприводной версии. И по заверению менеджера, разработка ведется компанией, которая является дочкой компании Zikr, которая является дочкой компании Geely или Lynk & Co, и которая является еще и суббрендом компании Volvo. Короче, вот так вот все как-то запутано. Вот. Ну что, на этом мы, пожалуй, закончим с Zikr. Это был обзор с выставки, кратенький, небольшой, маленький, поэтому не обессудьте. Ну а подробный обзор, если вам нужен, пишите в комментариях, постараемся снять. С вами была компания Pandaway из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.